Друзья, всем привет! Недавно мне на Авито удалось приобрести просто необыкновенно редкую вещь. Да это же просто моторчик, скажете вы, и будете правы. Но когда я его покупал, на нем было написано, то есть в объявлении, что моторчик может вращаться до 28 тысяч оборотов. То есть уже явно какой-то это необыкновенный моторчик. Я сразу просто подпрыгнул на стуле. Сразу начал сверяться, да и в принципе я сразу угадал, для чего этот моторчик. Это именно то, что я так долго искал и не смог купить ни за какие деньги. Даже 1 миллион подписчиков мне не помог найти эту вещь. Но нашел я ее совершенно случайно сам. Мне ее предложила Авито. Вот так, я думаю, более качественно, более понятно будет, что это такое. Обратите внимание, вещь иностранного производства. То есть это уже 2 плюсика к редкости. Но тем не менее, друзья, оно у меня уже есть. И сейчас я вам буду показывать, для чего нужна столь роскошная вещь и почему ее нельзя заменить так просто любым другим моторчиком. Да потому что это электростартер для газотурбинной вспомогательной установки. И он используется не только как стартер, то есть прокрутил, запустил и отключается, как в большинстве случаев. Такое дело можно легко заменить любым другим моторчиком. А он, ребята, вращается постоянно. И так как это ВСУ имеет ресурс до 14 тысяч часов, то хотелось бы поставить сюда моторчик покачественней. Я очень долго занимался этим вопросом, накупил целую серию, целую партию шестеренок, чтобы адаптировать их под какой-либо другой электродвигатель. Электродвигатели тоже закупал. Вот такого плана, например, есть у меня БК-моторчик. И вот в подтверждении, видите, уже установлена шестеренка. И планировал вот так вот все это дело устанавливать. Видите? В принципе, система рабочая. Но здесь очень маленькие подшипнички, ребята. Очень-очень маленькие, очень слабенькие. И по-любому эта система долго бы не проработала, если бы она вообще работала. Потому что БК-моторы очень плохо страгивают, без всяких датчиков холла там и прочего, очень плохо страгивают такие массивные роторы, которые используются в газотурбинных всяких установках. Ну а родной движочек, как вы понимаете, это будет совсем другое дело. Можете заметить, что такой ВСУ я поднимаю голыми руками, без всяких проблем, то есть он весит очень мало. Это довольно-таки легкий агрегат, имеет большой ресурс, имеет двухступенчатую турбину. Именно поэтому он такой легкий, и я его могу поднимать и вот так вот даже держать. Но уже напрягаюсь, ребята. Такая вспомогательная установка устанавливалась на самолет Ил-39. По-моему, на вертолет Ми-8 в разных комплектациях могла устанавливаться. Ну, на Ил-39 она использовалась совместно вот с таким двигателем. То есть это АИ-25, только это для Як-40, для пассажирского самолета. На Ил-39 устанавливался движок немножко модернизированный, там чуть-чуть больше тяги и другая задняя часть. То есть сопло там другое, по-моему, удлиненное. Обычно эти движки работают от АИ-9. Вот такое ВСУ, друзья. Ну а Сапфир, именно так называется, маленькая ВСУшка, он имеет примерно ту же самую мощность, но он размерчиком, обратите внимание, поменьше. Потому что используется двухступенчатая турбина. Именно поэтому этот агрегат был столь желанный для меня, что он компактный, имеет большой ресурс, и именно поэтому я готов был в свое время отдать даже немалые деньги за его родной электростартер. Но, ребята, не смогли мы найти всем ютубам, всем миллионам человек. По-моему, у меня около 1 миллиона на тот момент было. Но вот сейчас на Авито за малые деньги мне просто фартануло. Сделал ревизию подшипников, напихал туда высокооборотистой смазки. Все, давайте устанавливать и пробовать раскручивать двигатель. Нет, ну вы посмотрите, какая роскошь. Хлоп только, и все подходит. Возможно, этот электростартер именно от этого экземпляра даже. Я предполагаю, что даже такое может быть. Самое главное и приятное, что здесь уже интегрирован масляный насос. Да, топливный отсутствует, но топливо не обязательно на полную подавать.
Можно топливоподачу регулировать дистанционно с помощью шим-регуляторов. Мне нравится этим заниматься. Но вот масляный насосик хотелось бы, чтобы работал в автомате, в чистом автомате, ребят. Ну вот так выглядит. Все прикрутил. Вот. Выбег ротора стал хуже гораздо, потому что соединено со стартером. Здесь есть щетки. Вот это датчик оборотов. То есть я разбирал уже, снимал эту крышку. Там внутри есть отсчетчик такой и типа магнита, там что-то такое. Попробуем стартануть моим очень мощным блоком питания, сделанным в детстве. Наша задача прокачать масляную систему. Опустил шланг в банку с маслом. Будем стартовать сейчас и смотреть, откуда потечет масло. То есть это будет обратка. Ах да, могу показать вам, как выглядят мои детские самоделки. Вот он, тороидальный трансформатор на полкиловатта, который наматывал сам, рассчитывал сам. В детстве у меня были формулы хорошо работающие, и я по ним делал трансформаторы. И тороидальные, и обычные, с Ш-образными пластинами. Здесь несколько обмоток, которые последовательно коммутируются, и можно добавлять вольтаж. Вот, смотрите, здесь даже разлинейно. Здесь также было реализовано охлаждение и была реализована, правда, через отдельный провод, сейчас я удалил его, подача напруги через лампочку. Вон она, лампочка осталась, лампочка была с охлаждением, вон там кулер. Ну, такой быстренький обзор самоделки. Все, что было сделано в детстве, я просто обожаю. Давайте пробовать. Так, а что это он так трещит? Попробую от батарейки. Есть вероятность, что трещит из-за того, что нет сглаживающих конденсаторов. Самодельная батарейка ставилась на мотоцикл, но не прижилась, потому что элементы мертвые. Здесь есть плюс-минус, в отличие от советских авиационных двигателей. Там, в принципе, не важно, плюс-минус крутится в одну сторону. Но здесь надо соблюдать, видно, крутится в разные стороны. Подал 12 вольт, никаких тресков, стуков нет. Масло не потекло, пока нет. Трескотня, я думаю, пройдет. Долго я здесь колдовал, но вот добился таки. Видите, из обратки уже капает масло. Пришлось его перебрать, переделать заново, потому что здесь были клапана какие-то странные, непонятные, которые работают от давления. У меня все будет гораздо проще. Все без всякой взаимосвязи. Сначала подаем масло, а потом подаем топливо. И все будет работать. Тут что-то как-то они слишком сильно усложнили. Так усложнили, что масло не может продавить этот клапан. Ну а сейчас, ребята, смотрите, что происходит. Добавил манометр, вот, чтобы смотреть, контролировать. Вот, опа, вырубили свет. Ладно, идем включать Гену. Пацаны, они, конечно, вообще ребята, но мы не сдаемся. Будем включать Гену и продолжать колдовать. Все время приходится высыпать коробок со штуцерами. Как мне надоело уже искать здесь то, чего нет. Все время приходится делать что-то самодельное. Потому что штуцера здесь все практически одинаковые, а мне надо искать другие обычно. Давайте посмотрим, как работает система. Начинает все греметь. Подключил манометр. Пока что он показывает нулевое давление. Хотя нет, поднимается. Видите, выше нуля уже. Турбинка крутится. Ждем, когда пойдет обратка. Масло вроде там еще есть. Ну вот, ребят, все, процесс пошел. Ха-ха-ха-ха. Классно. Вот такое количество масла подается. Давление показывает небольшое. Ну а что вы хотели? Оборотики-то маленькие. Здесь до 50 тысяч оборотов вращения будет.
Работает система подачи смазки. Надо будет бачки какие-то, опять же, хорошенькие сделать. Но сегодня это наша задача простая. А наша задача в том, чтобы сделать поджиг этого аппарата и посмотреть хотя бы чуть-чуть, хотя бы одним глазком, как он работает. Для поджига я здесь очень долго готовился. Дело в том, что свеча его родная, она нагло отказалась работать. Она какая-то хитрая, полупроводниковая. И она просто замыкает, не работает. В итоге мне пришлось вот здесь отбить эту керамику. Ну, я пытался срезать резцом, ну, сами понимаете, резец керамику не берет, просто она выкрашилась, и ее теперь нет. И смотрите, как оно работает. То есть, видите, не сдался, адаптировал свечу под свои нужды. Здесь у меня модуль вот такой вот имеется. Питалово уже включено, и можно добавлять напруги и смотреть, что происходит. Опа, что-то щелкнуло уже. Покажи нам, как ты работаешь, потому что когда я засуну ее в двигатель, вы уже не увидите. Обратите внимание, какая роскошь, ребят. Подаю всего лишь 7 вольт. Если дать номинал, жарить будет не по-детски. Жарит в одной точке. Можно номинал даже и не подавать. 7 вольт самый раз. Класс. Пока большой брат отдыхает, малыш готовится к стартам. Каждый двигатель уникален, этот не без исключения. Смотрите, сколько всего я здесь поподключал. Но прикол в том, что он не работает, ребята. Вы можете себе поверить, такой огромный опыт у меня, и я не могу стартануть этот движок вот уже как 3 часа. Хотел сделать все по уму, хотел сделать керосиновый старт, порадовать вас. Вот у меня здесь есть установка силовая керосиновая, которой я запускал большинство своих двигателей. Это насос от подписчика, по-моему, от Субаря насос этот, очень мощный, выдерживает 25 вольт, представьте себе. Вот, на всю ему могу дать. Он все это выдерживает. Смотрите, автомобильный насос работает от 25 вольт. Причем он выдерживает огромное давление. Вот уж и правда крутой насос. Подписчик, когда мне его дарил, сказал, что он слишком крутой для него. Точнее, для его автомобиля. Но вот незадача. В этом двигателе такая какая-то хитрая, непонятная система форсунок. Тут практически нет форсунок, а просто какие-то дырки. Но, правда, есть система контуров, которая должна, по идее, делать эти форсунки, так сказать, такими же точно, как в краскопульте. То есть подмешивать воздух, но у меня это все не работает. То ли надо больше обороты стартовые давать, то ли что, я не знаю. Вот смотрите, обоссался весь керосином двигатель, я тут уже нанюхался этого керосина. На полу куча керосина, обратите внимание, пол он чистый. Это потому, что я впитал на тряпки весь керосин, где-то пол-литра кероса вылилось с него. Ой, боль, печаль, тоска. Но, ребята, нельзя сдаваться. Мы с вами никогда не сдаемся. Смотрите, что я приволок. Выточил стуцер, потому что старый я куда-то потерял. И сейчас мы будем стартовать его на газу. Все потому, что мы никогда не сдаемся. Наша задача посмотреть, как он работает, посмотреть давление, которое можно на газу достичь. Вернул манометр. Посмотреть, как работает масляная система. Ну, естественно, на керосе я его тоже смогу запустить. Может быть, будет газовый старт у него все время. Посмотрим. Почему же он не работает, я так и не сказал. Моя вот эта вот система поджига что-то не поджигает керосин. Он просто не хочет гореть. Он выплевывает его адским туманом. Посмотрим, зажжет ли газ. Если газ не зажжет, я уже подготовился, есть горелочка. Будем, как в старые добрые времена, горелочкой поджигать. Я думаю, вы помните те славные времена, когда я делал самодельный турбореактивный двигатель. Так вот же он стоит на столе у меня. Он все еще в работе, все еще живой. Мало того, я его еще хочу отбалансировать, чтобы он еще лучше работал. Именно с этого двигателя началась турбореактивная тяга на канале. Это знаковый движок. Ну что ж, я уже готов основательно поддать газку. Зря я, что ли, тут всю ночь керосином дышу. Уже пора этого зверя выпустить на свободу. Буду действовать потихонечку. Благо шим-регулятор позволяет обороты регулировать просто. Смотрите как. Оп. И оборотики поехали. Не то, что раньше, не правда ли? Помните, как мы
жидкого все время давали. А сейчас вот попробую зажечь газ своей поджигалкой. Не могу понять, почему не загорается. Вообще вспышек не дает. Как так? Ладно, это я ожидал. Пойдем по старой схеме. Вот и все. И мы подожгли. Уже звук даже другой. Но тепло не идет. Хотя нет, идет тепло. Такого запуска раньше еще не было. Смотрите. Идет прогрев двигателя. Без всяких оборотов. Ну, буду по чуть-чуть добавлять. Можно медленно все делать и смотреть, как идет процесс. Горит что-то как-то в одном углу получается. Может, в этом и вся ключевая проблема. Может, не туда я газ подаю. Но я, пожалуй, поддам оборотиков. Видимо, что-то не то, ребята. Перестало гореть. Сейчас попробую переместить шланг в другое место и попробовать стартовать с другого места. То есть, может быть, не туда, в форсунки попадает. Итак, перепробовал почти все варианты. Но вот еще один вариантик. Он вроде бы неплохой, но что-то как-то пламя нестабильное, глохнет. Ну, покажу вам. Еще одна проблема образовалась. Как так-то? Вроде и прокладка есть, все есть. Что травить-то?
Ну вот, в таком режиме он еще как-то работает. Смотрите, опять натек керосин. Мне кажется, он полный керосина, потому он так нестабильно работает. Не знаю, ребята, это, по-моему, первая фиаско. Я не знаю, что мне дальше делать. Потому что на газу он не работает, на керосине его невозможно поджечь. Можете посмотреть мое старое видео, увидите конструкцию форсунок. Там чисто дырки. То есть нет никаких центробежных форсунок, просто дырки и все. Честно говоря, я не знаю, что с этим делать. Попробовал все возможные варианты. Вот, интересно, масло нагрелось хоть чуть-чуть или нет. О, тепленькое. Пробую рукой, масло грелось. Ну, хоть хорошо масло работало. Сейчас 6 часов утра. Занимаюсь тут, спешу, чтобы успеть к выходным. В субботу, наверное, не успею видосик, потому что надо монтировать. Ну, монтировать уже некогда. Так что поддержите за мои старания это видео лайком, ребята. Ну а у меня все. Кому было интересно, подписывайтесь обязательно на этот YouTube канал. Подписывайтесь также на Дзен канал и на Telegram канал. Все, всем пока, до новых встреч и приятного, надеюсь, вам было просмотра.